Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Какими только буквосочетаниями не называют людишки животинок. У нас в гостях была и тупая, и платидорас, и ехидна, и какомицли, и утконос. Всех их можно найти в плейлисте «Животные планеты». Не было только смешных птиц, правда, были вороны. Вот и наша сегодняшняя гостья, по всей видимости, названа в честь смешной вороны. Встречайте каракару, они же каранчи, род хищных птиц семейства соколиных. Такое смешное название появилось из-за скрипучего звучания голоса этих птиц и происходит из языка индейских племен. Каракары включают в свой род два сохранившихся вида – хохлатая каракара и обыкновенная каракара, и один исчезнувший вид – гуадалупская каракара. Единственное видимое различие между сохранившимися двумя видами состоит в том, что один вид имеет более полосатое оперение, чем другой. Каракары – это одни из самых крупных птиц семейства соколиных. Однако внешне и по образу жизни они больше напоминают грифов. С соколами их роднит определенная анатомическая схожесть. У каракар, как и у других соколиных, на клюве есть дополнительный зубец. К тому же у каракар довольно длинные ноги, большой, слегка загнутый клюв и длинный широкий хвост. Хотя у других соколиных он длинный и узкий. Общая длина птицы до 65 сантиметров, вес до 1,5 килограммов. Хотя размах крыльев при этом до 130 сантиметров. Самцы и самочки похожи по размерам и окраске. Кстати, размерами и весом ее превосходит только распространенный в северном полушарии кречет. Каракара же облюбовала себе дом в Южной Америке. Среди южноамериканских индейцев эта хищная птица пользуется большим уважением и считается символом воинской доблести. В честь нее были названы вожди племени Мапуче, поднявшие в 16 веке в Чили восстание против испанских колонизаторов. В меню каракары входят мелкие ящерицы, змеи, грызуны, лягушки, насекомые, улитки и дождевые черви. Они нередко разоряют птичьи гнезда, поедая птенцов и яйца. И, кстати, они всеядны, причем в их рационе преобладает падаль. Они часто присутствуют поблизости автомобильных дорог и поедают трупы животных, раздавленных автотранспортом. Из растительной пищи они едят орехи и различные плоды деревьев. Кстати, среди каракар процветает клептопаразитизм. Это когда более сильные особи отбирают корм у более слабых. А вообще, поведение каракар считается довольно странным по отношению к другим соколинам. Эту птицу часто можно увидеть идущей по земле в поисках добычи, использующую свои длинные ноги, чтобы передвигаться по местности. В дополнение к тому, что птицы предпочитают ходить, а не летать, они также создают тесные связи с представителями своего вида. Каракары часто преследуют крупных птиц других видов, чтобы отобрать у них добычу, а в полете предпочитают долго лететь по прямой. В свободное время от поиска пищи вообще предпочитает ничего не делать и даже не парить в воздухе. Каракары обыкновенные живут поодиночке или небольшими семейными группами. Молодые особи могут зимой собираться в стаи. Свои наблюдательные пункты они оборудуют на верхушках высоких деревьев, кустарников или столбах. Хотят любви каракары по-разному. Все зависит от климатических условий и географического расположения. В Чили каракара начинает гнездиться в октябре, в Аргентине в сентябре, а на юге Бразилии и Уругвае в апреле-мае. Во время исполнения ритуального танца сам
Самец каракары очень агрессивно настроен по отношению к соперникам. Во время танца каракара смотрит через плечо и издает громкий крик, напоминающий удары кусков дерева друг от друга. Своим криком пернатый мужчинка помечает территорию и прогоняет незваных гостей. В отличие от других соколиных, каракары сами строят гнезда. И эти то ли соколы, то ли падальщики, как правило, образуют семейные пары на всю жизнь. Гнездо сооружается из веточек и хвороста. Самка откладывает 2-3 яйца, а деток насиживают оба родителя попеременно. Птенцы покидают гнездо через 2-3 месяца после вылупления. Однако в течение всего времени, пока птенцы находятся в гнезде, папаша будет бдительно охранять их и в случае опасности криком вызывать на помощь самку, а живут каракары около 30 лет. Сегодня все каракары находятся под охраной в связи с общим сокращением численности их популяции. Но несмотря на то, что птица официально охраняется законодательством многих стран, каракары, как и прежде, погибают от рук овцеводов. В США, например, каракар массово уничтожали именно они, так как птицы имели привычку нападать на ягнят. А как вы думаете, правильно ли уничтожать целые виды только для того, чтобы те не вредили сельскому хозяйству голых обезьян? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!